Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Любовь Щербинина, и сегодня я хочу продолжить знакомить вас с древнеегипетскими богами. В прошлом своем выпуске я рассказывала вам о богине Исиде, а сегодня я хочу познакомить вас поближе с великой космической сутью, богом Тотом. Счастливчики те люди, которые родились в то время, когда Бог Тот на земле был особенно силен. Это люди, родившиеся с 1 по 19 апреля и с 8 по 17 ноября. Бог Тот – это Бог Луны. Он прошел в своем развитии 5-ю магическую расу, 7-ю и 8-ю. Это запредельный уровень. Для людей сути 5-й космической расы это уже запредельщина. Это как букашки для людей на Земле, так и мы для них. И в то же время мы, люди, тоже участвуем в общем космическом восхождении, в развитии, и поэтому космические боги, великие космические сути могут покровительствовать нам. Вот, я хочу вам рассказать, что Бог Тот может привносить своим адептам. Он привносит всестороннее развитие, силу, неуязвимость, укрепление духа, воли, защиту от негативных магических воздействий. Бог Тот – это великая суть космоса, он следит там за порядком. Потенциал его огромен, энергия всепроникающая. Сердить его нельзя, хулить, он суровый. Это высшая мудрость, магия, чародейство. Он покровитель писцов и судей, ученых и философов, помогает астрономам, экономистам и врачам, ну а также целителям, тем людям, которые помогают другим в выздоровлении. Он готовит воинов, укрепляет их дух и волю. Изображается он в виде человека с головой птицы ибиса, с длинным клювом. Те люди, которые хотят сонастраиваться на его чистоту, могут приобрести его статуэтку или изображение, поставить рамочку в какое-то свое сакральное место в доме, медитировать на него, обращаться, делиться энергией любви, благодарности. И таким образом, возможно, он проявит милосердие и даже не к тем людям, которые родились под его знаком, а даже и к простым. Все зависит от упорства и трудов самого человека, от его желания. Настоящий воин знает, говорит Бог Тот, что ему все подвластно. Он способен войти в любое состояние, когда ему надо. Воин тот, кто может победить себя. Если вы победили себя, вы неуязвимы ни для кого. Это ваша защита. Для человека это великое дело. Надо над собой работать, укрепляться. Главное делать что-то в этом направлении, не торопясь, без спешки, поэтапно. Бог Тот обладает юмором, имеет сильный темперамент и может даровать адепту защиту, некую энергетическую конструкцию, которую можно активизировать на время, например, на ночь, когда темные силы наиболее сильны и могут негативно влиять на человека. Утром эту защиту следует снимать, благодарить Бога за помощь.
Собственно, таким образом можно ее еще и использовать, активизировать, когда нужно по жизни, по судьбе. Например, человек идет на переговоры, а там могут быть темные люди, которые уже поднаторели в черных магических практиках и воздействуют на мозг, на дух, на волю человека светлого, стараются его разбалансировать, затуманить ему голову и таким образом разбалансировать, вытащить из него энергию, какую-то пользу. Поэтому защита всегда имеет смысл. Тем более, что на Земле стало гораздо темнее. И все мы это знаем и чувствуем. Конечно, эта конструкция защиты от Бога Тота берет какую-то энергию, но немного от суточного объема. То есть, и зато при этом защищает от темных пришельцев, инопланетных, астральных подключений, от разной космической нечисти, потому что в космосе и на Земле всякого разного много. Бог тот привносит энергию людям, развитие и советует им познавать новое, учиться совершенствоваться, развивать все свои способности. Его энергия – это поток, настраивающий человека на созидание, на развитие, особенно в искусстве. Бог тот приносит человеку спокойствие и гармонию. Его адепт не будет реагировать на врагов и на происки темных сил. Конечно, он дает каждому адепту ту защиту, которой он достоин по энергетике или нуждается по судьбе. Ну, например, простому обывателю он может даровать одну защиту, а экстрасенсу, ясновидящему, целителю, контактеру совсем другую, более мощную, которую можно, как я сказала, активизировать на ночь. А когда защиту человек снимает с себя, делится с Богом Тотом энергии, то она исчезает. И можно ее активизировать тогда, когда нужно. Вот. Пожалуйста, те люди, которым это интересно, могут, соответственно, эту информацию использовать для себя. Почему бы нет? Богов на самом деле на Земле в разных краях более 300. И жить с помощью тонкоматериального мира несопоставимо проще и легче, чем будучи совершенно открытым под небом, без покровительства и поддержки. В следующих своих выпусках я расскажу вам о других древнеегипетских богах, на энергию которых можно сонастраиваться и использовать ее с большой пользой для себя. Желаю вам быть здоровыми, счастливыми и гармоничными людьми. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.